Овощи и фрукты – одна из основных частей нашего рациона. Мы привыкли к ним с детства, и, кажется, все о них знаем. Вкус, цвет, запах, внешний вид. Но в нашем мире много всего удивительного и невероятного. И даже привычные и обыденные овощи и фрукты могут сильно удивить. Речь идет о гибридах, которые не имеют ничего общего с генно-модифицированными продуктами, ведь они – многолетний результат кропотливого, упорного труда селекционеров. Оказывается, что вместе с необычным цветом эти продукты приобрели дополнительно весьма полезные для человека свойства. Предлагаем окунуться в красочный овощной и фруктовый мир вместе. Черные помидоры появились во второй половине 20 века в качестве эксперимента, но сразу же приглянулись многим огородникам за ярко выраженный сладковатый вкус и аромат. На самом деле это обычные помидоры. Необычный цвет получается при смешивании в разных пропорциях красных ликопина и каротиноидов и фиолетовых пигментов антоцианов, обладающих очень высокой антиоксидантной активностью. Кроме этого, черноплодные помидоры являются природными афродизиаками. Многие садоводы, попробовав однажды черные помидоры, навсегда отказываются от обычных красных. Изображение, которое вы видите, это радужная кукуруза сорта Glass Gem. Выведена она была индейским фермером Карлом Барнсом, который собирал початки, содержащие семена с необычной окраской. Зерна в початках полупрозрачные и напоминают драгоценные камни всех цветов радуги. С 2010 года семена этого сорта хранятся в Аризоне в некоммерческой организации «Родные семена», чья деятельность направлена на сохранение сельскохозяйственного наследия коренных американцев. Практически все твердо убеждены, что морковь – это овощ оранжевого цвета, и чем более яркий цвет, тем лучше. Конечно же, это так, но морковь известна еще со времен Древнего Египта, и тогда она была именно фиолетовая. Позже появилась морковь белого, малинового, желтого цветов. Самыми популярными стали оранжевые корнеплоды, появившиеся в XVI веке. Но именно фиолетовая морковь имеет более насыщенный вкус и отличается особой пользой для организма, благодаря наличию все того же пигмента антоциана, который действует как антиоксидант и обеспечивает организм дополнительной защитой от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня фиолетовая морковь вновь возвращается на нашу кухню. Желтая или золотая свекла. Как-то с трудом укладывается в голове желтый борщ или селедка под желтой шубой. Этот сорт свеклы известен еще с XIX века. У нее круглые корнеплоды красно-оранжевого цвета с ярко-желтой сердцевиной. Наши хозяюшки предпочитают свеклу традиционного цвета, а вот в Америке больше любят желтую, так как она не красится при приготовлении пищи и сочетается практически со всеми продуктами. Там ее варят, запекают, жарят, замораживают, солят и маринуют, а листья в свежем виде используют для салатов. Кто не любит баклажаны или синенькие? Оказывается, всеми любимые синенькие давно перестали быть только такого цвета. Теперь на грядках среди кустов с традиционно фиолетовыми плодами можно увидеть белые, зеленые, пестрые, розовые баклажаны. Существуют растения с желтыми, оранжевыми, красными и даже пестрыми плодами, которые внешне очень похожи на плоды сладкого перца или томатов, но внутри остаются настоящими баклажанами. Сегодня эти сорта заслуженно признаны и любимы многими огородниками, не только из-за экзотической внешности и необычного цвета плодов, но и благодаря нежной, почти лишенной семечек мякоти, без какой-либо горечи и вкусу, напоминающим грибной или куриный. На Востоке баклажан уважительно называют овощем долголетия. Среди сортов садовой земляники есть белая клубника со вкусом и запахом ананаса. Ее назвали пайнберри. Это гибрид чилийской земляники из Южной Америки и виргинской земляники, которая растет в Северной Америке. Мякоть пайнберри может быть белого или оранжевого цвета, а вкус как у ананаса. В незрелом виде эта клубника зеленая, а о том, что ягода созрела, говорят ее белая кожица и яркие красные семена. Белая клубника со вкусом ананаса не содержит красного пигмента, поэтому это настоящая находка для аллергиков.
Всегда на наших прилавках цветная капуста имела белые кочаны, но в конце 20 века появилась цветная капуста с желтыми, оранжевыми, зелеными, розовыми, пурпурными и фиолетовыми головками. Эти виды капусты назвали радужные, и они наделены существенными преимуществами перед белыми сортами. В оранжевых и желтых головках бета-каротина в 25 раз больше, чем в обычной цветной капусте. Зеленые головки богаты антиоксидантами, замедляющими процессы старения. Пурпурные и фиолетовые содержат много антицианов, которые защищают клетки, полезны для кровеносной системы и предотвращают болезни сердца. Кроме того, полезные свойства капусты и яркие цвета не теряются при термообработке, поэтому блюда из нее выглядят очень оригинально. Картофель с фиолетовой кожурой совсем никого не удивляет, чего не скажешь о корнеплодах фиолетовых и внутри. О таком чуде вообще мало кто слышал. Понадобились долгие годы селекционной работы, чтобы получить растение с плодами оригинальной окраски, не исчезающей даже при приготовлении. Насыщенным фиолетовым цветом картофель обязан высокому содержанию антоцианов, обладающих антиоксидантными свойствами и замедляющими старение организма. Лучше всего готовить такой картофель в духовке вместе с кожурой, не уступающей полезностью мякоти. Хотя удивить гостей можно и сине-фиолетовым пюре, и такими же чипсами. На вкус фиолетовая картошка не отличается от обычной. На вид это обычный полосатый арбуз с сочной сладкой мякотью, только желтого цвета. Появился он в результате скрещивания дикого арбуза, который растет в пустынях Африки и имеет желтый цвет, с обычным. Сейчас такие арбузы выращивают во многих местах, хотя у нас на прилавках их не встретишь. В Таиланде желтый арбуз особенно уважают, ведь по местным поверьям желтый цвет притягивает деньги. Вы познакомились с некоторыми продуктами, без которых не обходится ни одна кухня, только они необычного и непривычного цвета. Хотя теперь вы знаете, что эти овощи и фрукты весьма и весьма полезные, а цвет – это дело привычки. Также вы знаете, что в их получении не участвовали ГМО, поэтому если увидите их на прилавках супермаркетов или на рынках, смело покупайте. И приятного всем аппетита! Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.